слово за слово, и мы сильно поругались. Человек ударил меня. И после этого удара я потеряла сознание. Когда я очнулась, у меня уже не было ни остатков моих денег, ни паспорта. И вообще сумочки моей у меня не было. Я поискала, я искала вокруг, но ее просто-напросто не было. Он ее забрал с собой. И таким образом я осталась одна. На улице уже было темно, неизвестно где, без денег, без вообще какой-то связи. Я побрела к проезжей части, к дороге, которая вела в город. Долго стояла на обочине, голосовала, пыталась остановить машину, чтобы была возможность хоть как-то добраться до метро и приехать к этим знакомым, где находились наши вещи. Голосовала и стояла так очень долго, и когда я уже отчаялась, что никто не остановится, пошла пешком, и все-таки одна машина остановилась, это был старый пожилой мужчина. Я ему объяснила ситуацию, он покачал головой и все-таки довез меня до метро. Когда я была возле метро и пыталась войти в него, меня не с первой попытки пустили без билета, но все-таки пустили потом. Я добралась до знакомых, переночевала у них ночь, рано утром попросила телефон, позвонила своему брату, который на тот момент тоже работал в Москве. Он жил в квартире, которую ему предоставлял работодатель, и сразу приехать к нему и жить у меня тогда не было возможным, потому что в этой квартире должны были проживать только сотрудники, кто работает в этой фирме. И другого выбора у меня не оставалось. Я позвонила брату, объяснила, что со мной произошло. Он, конечно, был в шоке. Рано утром приехал к метро, чтобы меня встретить. Брат меня выслушал, поддержал, сказал: не переживай, его найдем, паспорт вернем, будешь жить у меня, найдем тебе работу, все будет хорошо. Обнял меня, и я была очень рада, что в моей жизни есть близкий человек, который в трудную минуту может поддержать. И это мой брат. Огромное спасибо, что он есть в моей жизни, и что он тогда меня поддержал. Когда мы приехали к нему на квартиру, я поняла и почувствовала себя в безопасности. Наверное, впервые с того момента, как я оказалась в этом городе. Брат меня действительно поддержал финансово и жильем, возможностью жить в этой квартире. Хоть мы с ним и спали на одном диване вместе, потому что в каждой комнате жили по 2-3 человека. И дополнительный диван просто физически не было возможности куда-то поставить. Поэтому первые месяцы мы спали с ним вдвоем на одном диване, как в детстве, когда ночевали у бабушки с дедушкой. На следующий день я уже купила газету с объявлениями о работе, долго искала, долго ездила по собеседованиям, и потом все-таки мне удалось устроиться на работу в продуктовый магазин, в сетевой продуктовый магазин продавцом. И это был мой первый официальный опыт работы в Москве. Зарплата была небольшая, но я была рада, что все-таки у меня теперь есть постоянная работа, есть где переночевать, есть что покушать, и что каждый вечер со мной рядом мой близкий, родной человек, мой брат. Мои первые пару лет жизни в Москве, они были непростыми. Работа была низкооплачиваемая. Когда не хватало денег,
Я устраивалась дополнительно на вторую работу, потому что на первой я работала в графике 2:2. Можно было найти вторую работу, что я и делала. Периодически находила, подрабатывала, но жить и работать без выходных по 12 часов, плюс каждое утро и вечером на дорогу занимала по 1,5-2 часа. И больше 3-4 месяцев, конечно, я не выдерживала. Потом увольнялась со второй работы и продолжала работать на первой. Делала какую-то паузу, отдыхала, потом искала снова себе подработки. В таком ритме прошли у меня первые 2 года моей жизни в Москве. Но несмотря на то, что эти годы были тяжелые, все-таки они меня закалили и сделали сильной. Москва не встретила меня с первых дней дружелюбно, но именно она научила меня выживать. Выживать даже в самых невероятных условиях, в которых оказалась домашняя девочка, как я. Этот город стал для меня не только испытанием, но и началом новой жизни. Я с благодарностью вспоминаю то время, потому что оно сделало меня сильной и сделало меня тем человеком, кем я сейчас являюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И если вам интересна эта тема неидеальной жизни, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, ставьте лайк для поддержки моего канала. И напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Может быть, хотите поделиться своей, я с удовольствием это почитаю, потому что мне интересно читать комментарии людей, которые делятся своими событиями. В следующем видео я расскажу о том, как в этом городе я встретила свою первую настоящую любовь, как вышла за него замуж, и эта история изменила всю мою дальнейшую жизнь в этом городе.